можно ли хоть как-то прорваться к морю этим летом? На самом деле можно, и даже попасть на остров Крит в Греции. При этом я сейчас часто вижу, что люди жалуются на отмену туров, забронированных через турфирмы, и теряют всякую надежду на то, чтобы хорошо отдохнуть. Итак, рассказываю, как этим летом можно попасть на Крит. Во-первых, забудьте про пакетные туры. Я так часто видела банкротство туроператоров, их нечистоплотную работу, когда вы отдали деньги, а отель их не получил, и люди просто остаются на улице по приезду. А уж фраза о том, что чартерный рейс вы берете на свой страх и риск, ведь он в любой момент может быть отменен, и вы узнаете об этом в последнюю минуту, должна и вовсе поставить жирную точку на таком виде отдыха. Планируйте свой отдых самостоятельно, и будет вам счастье. Я купила свои билеты в Грецию в прошлом году. Правда, думала полететь на греческий остров Санторини, но эпидемия сбила все мои планы, рейсы были отменены. Но уже тогда при бронировании я обратила внимание, что билеты вместе с багажом обошлись мне почти в 2 раза дешевле на сайте греческой авиакомпании «Эгейские авиалинии», чем на агрегаторах типа «Слетать» или «Авиасейлс». Компания проявила свою порядочность и дала мне ваучер на сумму пропавших билетов, которым я и воспользовалась в этом году. Да, не все было гладко. Так, рейсы из Петербурга в Афины были отменены, но компания предупредила меня об этом за месяц, и я успела перебронироваться на билеты с вылетом из Москвы. Мой отпуск таким образом уменьшился на 2 дня, пришлось немного потрястись в поезде Питер-Москва. Но результат того стоил. Я на Крите, возле моря, теплого, как парное молоко. Итак, друзья, я в аэропорту. Все не страшно. Оказалось, обещанных пробок, как в Шереметьево, в Домодедово, нет. Это радость номер 1. Очень, конечно, много нервов с этими формами. Греция требует отдельную форму заранее заполнить с QR-кодом. QR-код мне не прислали, хотя обещали прислать. Дополнительная нервотрепка. Если вдруг у вас случится так же, просто идите в почту, найдите то письмо, по которому вы регистрировались, и по ссылочке переходите. Вот по этой ссылочке я свой QR-код все-таки нашла. Вакцинация мне не помогла, теперь только ПЦР. ПЦР показали, QR-код показали, багаж сдали. Аллилуйя! Кстати, надо сказать, что Эгейские авиалинии в этом году порадовали новым усовершенствованным салоном. На спинке каждого кресла теперь есть удобные подставки для мобильных телефонов. Ну, вдруг у вас устали руки его держать, а фильм посмотреть хочется. И USB-разъем для зарядки телефона. Прямо вот ура и наконец-то! Мой, например, достаточно быстро садится от обилия снимаемого за день материала. Порадовало также новое питание. Вместо традиционного выбора, который был раньше – мясо, курица или рыба – нам предложили здоровую и нездоровую еду, то есть бургер или йогурт с мюсли. Стюардесса подчеркнула, что это vegetarian meal, то есть вегетарианская еда. Йогурт, кстати, оказался с медом, и это было очень вкусно. У нас одна пересадка в Афинах, и тут нужно было быстро бежать. Обогнать всю очередь, чтобы сдать ковидный тест первой, дальше пролететь весь аэропорт и найти свой выход, едва успев к времени посадки. Мне это, к счастью, удалось. А вот с трансфером в этом году мне не повезло. Я помню сайт GetTransfer по Италии, когда мне был подан шикарный минивэн с водителем в костюме и при галстуке. Он встречал меня с красивой табличкой и выглядел так импозантно, что Италия сразу заиграла для меня другими красками.
Для Крита, однако, трансфер оказался в 2 раза дороже, а попытка нанять такси через этот сайт хотя бы до центральной автобусной станции в Ханье ни к чему не привела. Вызванное и предоплаченное заранее такси просто не приехало. К счастью, сама площадка отреагировала достаточно оперативно и вернула мне деньги буквально через пару дней. Итак, если вы хотите попасть в чудесный город Ретимна, вот мой вариант, который оказался вполне рабочим. От аэропорта в Ханье я взяла такси до центрального автовокзала, а уже оттуда купила, причем заранее на сайте, билет Ханье-Ретимна. Кстати, стоит этот билет 540 рублей. Да-да, вы не ослышались, всего лишь 540 рублей за 1,5 часа дороги. Имейте в виду, что греки очень серьезно относятся к ношению масок. На улице можно дышать свободно, но в магазинах, автобусах, самолетах и даже в такси вас попросят не только обязательно ее одеть, но и поправить, если она вдруг съехала у вас с носа. Бдят, очень бдят. Большая часть дороги будет пролегать у моря. Насладитесь прекрасными видами и почувствуйте, как зовет вас море. Стоит ли город Ретимна того, чтобы ехать именно туда? Что в нем есть, кроме изумительного моря? Об этом я расскажу в следующих роликах, которые очень скоро выйдут на моем канале. Оставайтесь с нами!